«Привет, Арми». Почему голос Тэхёна сегодня дрожал? Почему Чингук внезапно появился в сети, а затем исчез, не произнеся той единственной фразы, которую Арми так ждали? И почему Тэхён прошептал слова, которые звучали одновременно как разбитое сердце, усталость и предательство? Весь мир, затаив дыхание, наблюдает, как сегодняшняя прямая трансляция разрушает спокойствие, которое BTS пытались поддерживать месяцами. Глаза Тэхёна блестят не от сценического света, а от тяжести, которую не может скрыть ни один фильтр камеры. Внезапное уточнение Чингука оставляет больше вопросов, чем ответов. Арми дрожат, ленты новостей взрываются, и один страх распространяется, как лесной пожар. Неужели это тот момент, когда Тэхён наконец сломается? Только за последние 30 секунд интернет погрузился в хаос. Признание, которое никогда не должно было прозвучать, проскальзывает сквозь экран. Правда, которую никто не ожидал, наконец всплывает на поверхность. И теперь мир требует узнать, что на самом деле произошло между Тэхёном и Чингуком. Это сенсационная новость, доминирующая в мировых заголовках. История, которая потрясла ленты новостей, заставила замолчать фанатов и втянула ничего не подозревающих поклонников в вихрь эмоций, которых они никак не ожидали. Сегодня вечером Тэхён выходит вперед с голосом, который дрожит под тяжестью всего, что он пытался пережить в молчании, голосом, который, кажется, говорит: «Я больше не могу притворяться». То, что должно было быть простым сообщением, превратилось в эмоциональное землетрясение, которого никто не ожидал. В комнате, где сидит Тэхён, темно. Воздух тяжелый, и даже через экран Арми чувствует, что что-то не так. Он пытается улыбнуться, но улыбка не удается. Его взгляд блуждает, дыхание прерывается, и тишина между его предложениями кажется громче любого признания. В параллельный момент, который кажется предопределенным судьбой, появляется Чингук, не рядом с ним, а один. Его выражение лица нечитаемо. Его поза напряженная, его слова были тщательно выверены и отрепетированы, словно кто-то ждал подходящего момента, чтобы выбить из него уточнение. Это не совпадение. Это столкновение. Тэхён убит горем. Чингук загнан в угол. Арми раздавлена. Хаос начался в тот момент, когда Тэхён прошептал то, чего говорить не должен был. Оговорка, правда, фраза, которая повергла мир в панику: «Я не ожидал, что все так обернется. Я думал, у нас все будет хорошо». Что обернется? Кто такие «мы»? Почему он звучит так, будто его предали? Чат взрывается. Миллионы комментариев заполоняют экран. Сердца разбиваются в режиме реального времени. Затем, словно по воле Вселенной, Чингук выходит в прямой эфир через несколько минут. Сжав челюсти, потемнев, странно защитным тоном: «Мне нужно это прояснить». Прояснить? Что теперь? Почему сейчас? Если это совпадение, почему все кажется скоординированной эмоциональной катастрофой? Никто не ожидал, что ночь превратится в поле битвы чувств. Никто не предсказывал, что именно спокойный человек, всегда пытающийся улыбаться сквозь бури, сломается первым. Но напряжение нарастало месяцами, молчаливая напряженность, странные расстояния, графики, которые никогда не совпадают, взгляды, которые больше не встречаются так, как раньше, и моменты, когда Арми чувствовали, что что-то не так, даже когда никто не говорил ни слова. Сегодняшний вечер доказал, что они были правы. Признание Тэхёна загадочное, дрожащее, полушепотное. Он звучит как человек, который слишком долго нес на себе слишком много. Он делает паузу между словами, словно не зная, продолжать ли или закончить прямой эфир и исчезнуть до конца года. Его голос дрожит, когда он говорит: «Я пытался справиться, но я устал». Устал от чего? Устал от кого? И почему он отводит взгляд, когда говорит это? Весь мир смотрит ему в глаза, ища подсказки. Они помнят, как Тэхён когда-то смотрел на Чингука, тепло, нежно, с юмором и общими секретами. Но сегодня вечером его взгляд кажется отстраненным, словно человек, которому он когда-то доверял, стал чужим.
И именно этот момент, выбор Чингуком именно этого момента для выступления, ранит сильнее всего. Экран Чингука яркий, почти слишком яркий, словно он пытается скрыть тени под глазами. Он не улыбается, не машет рукой и не приветствует своим обычным игривым тоном. Он просто смотрит в камеру, сжав челюсти, тяжело дышит, словно человек, который провел последний час, репетируя речь, которую никогда не хотел произносить. Что бы вы ни слышали раньше, это не то, что вы думаете. Таковы его первые слова, холодные, сдержанные, оборонительные, совсем не те теплые слова, которые знают фанаты Чингука. Он выглядит другим, тяжелым, обремененным, словно вынужденным нести историю, которую он никогда не давал на себя. В чате разгорается скандал. Что он имеет в виду? Говорит ли он о Тэхёне? Речь идет о напряжении, которое фанаты испытывают уже несколько месяцев. Чингук игнорирует комментарии. Он опускает взгляд, проводит рукой по волосам, медленно выдыхает, стараясь не расплакаться. «Я не хотел, чтобы это так вышло», — говорит он, слова достаточно расплывчатые, чтобы скрыть тысячу секретов, но достаточно точные, чтобы вызвать всеобщую панику. Он откидывается назад, скрещивает руки, отводит взгляд, на мгновение стыдясь, почти злясь. Затем, несмотря на попытку говорить спокойно, его голос дрожит, я уважаю его. Но были вещи, которые были неправильно поняты. Он использует местоимение, неоднозначное «он», которое потрясает весь мир. Все знают, о ком он говорит, и все знают, почему он не называет имени. В тот момент, когда Тэхён заговорил ранее, что-то внутри Чингука сломалось. Напряжение слишком очевидно, слишком остро, слишком больно смотреть. Неужели это действительно их предел? Молчание между словами Чингука громче всего, что он говорит. Он выглядит измученным не физически, а эмоционально, словно он несет в себе чувство вины, давления или секреты дольше всех. Затем он добавляет: «Пожалуйста, не нападайте на него». Эта единственная фраза приводит Арми в ярость. Не нападайте на него. Зачем кому-то это делать? Что именно произошло между ними? Почему Чингук выглядит так, будто берет на себя ответственность за то, чего не хотел признавать? Этот прямой эфир явно не запланирован, спровоцирован и связан с предыдущим эмоциональным вихрем Тэхёна. Он кажется спланированным судьбой, а не расписанием. Это не просто недоразумение, это что-то личное, невысказанное и взрывоопасное. В то время как Чингук говорит отрывистым, сдержанным тоном, прямой эфир Тэхёна остается в памяти, как синяк, который не заживает. Печаль в его глазах была не случайной. Тяжесть в его голосе не была случайностью. Дрожь в его улыбке не была игрой. Ему было очень больно. Что пережил Тэхён, что заставило его так говорить? Что он услышал или увидел? Кто разочаровал его сегодня вечером? Он не был похож на того Тэхёна, который танцует под яркими огнями и одаривает всех теплыми улыбками. Он выглядел как человек, хранящий секрет, что-то болезненное, удушающее, наконец достигший точки, когда он не смог сдержаться, сказав: «Я не думал, что это может произойти между нами». Фраза «между нами» интимная, открывающая двери для бесконечных интерпретаций. Страх распространяется. Это из-за Чингука? Это конец, которого никто не ожидал? Тэхён выглядит как человек, оплакивающий что-то, чему он не может дать название. Несколько минут спустя Эйяр и Муай разделились на фракции. Одни защищают Тэхёна, утверждая, что он действительно сломлен и предан, другие защищают Чингука, утверждая, что на него оказывали давление, загоняли в угол, вынуждали дать разъяснения, которые он не хотел давать. Одни винят обстоятельства, другие — внешние силы, третьи — недоразумения. Один факт становится мучительно ясен: оба страдают. Что бы ни произошло за кадром, какие бы слова ни были сказаны или какой бы момент ни спровоцировал эту эмоциональную катастрофу, это потрясло их обоих. Вопросы витают в социальных сетях, как дым: поссорились ли они? Кто-то встал между ними. Это ночь, когда все изменится. Это начало конца? Пока никто не знает, но напряжение невыносимо.
Ночь холодная, холод, который исходит не от погоды, а от тишины, тяжелая, удушающая, полная слов, которые следовало сказать задолго до того, как они стали ранами. Тэхён заканчивает свой прямой эфир мягким, почти побежденным «спокойной ночи», хотя все, кто смотрит, знают, что это совсем не «спокойной ночи». Его рука задерживается на экране, словно он хочет сказать что-то еще. Правда застревает на языке, умоляя вырваться наружу, но он останавливается. Он заставляет себя улыбнуться, но улыбка не доходит до глаз. Экран гаснет, и эта тишина превращается в самый громкий крик, который когда-либо слышала армия. Не прошло и 5 минут, как прямая трансляция Чингука тоже внезапно закончилась. Ни прощания, ни заключения, ни утешения. Он просто исчез, оставив миллионы в недоумении, что он хотел прояснить и почему каждое его слово звучало скорее как щит, чем как объяснение. Сегодняшний вечер — не случайность. Сегодняшний вечер — это трещина. Трещина глубока, в том, как Тэхён выглядел, словно оплакивал что-то драгоценное, и в том, как Чингук звучал, словно защищался от призрака, которого никто не видел. Время было мучительно неподходящим, слишком сильным, чтобы быть запланированным, слишком эмоциональным, чтобы быть написанным по сценарию. Впервые фанаты ясно видят, Тэхён и Чингук не в порядке, не так, как раньше, и не так, как, по мнению армии, они были. Что-то изменилось, и никто не знает, можно ли это вернуть обратно. Повторы прямой трансляции Тэхёна заполонили интернет. Люди анализируют его тон, выражение лица, даже легкую дрожь в руках, когда он пытался объясниться. Они замедляют его речь, выискивая подсказки, которые он никогда не собирался раскрывать. Один момент выделяется больше всего. Он прошептал: «Я не знал, что он так чувствует». Это местоимение повергает мир в смятение. Фанаты замирают в этот момент, усиливают звук, наклоняются, отчаянно пытаясь понять эмоции, стоящие за этими словами. Растерянность, боль, предательство и шок тонко переплетаются в его голосе, словно осколки правды, с которой он не хотел сталкиваться. Что обнаружил Тэхён? Что он услышал от Чингука? Что он увидел, что заставило его сердце разбиться в прямом эфире? Каждая секунда его выражения лица рассказывает историю. Его глаза, обычно яркие, выглядят затуманенными. Его осанка, обычно расслабленная, напряжена. Его улыбка, обычно искренняя, натянута. Его речь медленная, дрожащая, словно он боится сказать что-то не то. Это не тот Тэхён, который шутит в хаосе. Это человек, который только что узнал нечто, что сломило его. Со стороны Чингука, как показывают повторы, дело обстоит не менее ужасно. Он чувствует вину, а не гнев. Резкий выдох перед тем, как заговорить, легкая дрожь в голосе, когда он упоминает Тэхёна, не называя его имени, все это говорит о многом. Он колеблется перед каждым предложением, пытаясь сформулировать правду так, чтобы не причинить еще больше боли. Когда он шепчет: «Пожалуйста, не вините его», мир понимает нечто важное, что бы ни случилось, Чингук считает, что частично виноват. Но виноват ли он в чем? В недоразумении. В том, что сказал что-то обидное. В том, что что-то скрыл. В том, что выбрал кого-то другого. Возможности множатся, и неясность подпитывает боль. Вина Чингука и боль Тэхёна начинают складываться воедино, как две половины разрозненной истории, полной картины которой еще никто не знает. Начинают распространяться слухи, шепот в фан-сообществах, анонимные посты, утверждающие, что знают все изнутри, расплывчатые упоминания в социальных сетях. Некоторые утверждают, что это была ссора, одни утверждают, что это было недоразумение, другие, что Тэхён узнал что-то, чего не должен был видеть, третьи, что Чингук сказал что-то, чего не хотел обидеть. Но один неизменный шепот звучит так: это не должно было так выйти наружу. Было что-то скрытое, личное или болезненное, что-то, что ни один из них не был готов раскрыть. Будь то эмоция, разногласие, личный момент или правда, скрывшаяся непреднамеренно, результат